Привет всем! В наши дни очень часто можно услышать «Я люблю природу». Я люблю природу. «Я люблю природу». Но насколько наши слова расходятся с делом? Нет, честно. Ведь если бы все действительно любили бы нашу планету, то она не становилась бы все более похожей на летящую в космосе свалку. Свалку. Многим людям кажется, что делать мир чище, помогать природе как-то нереально сложно. Поэтому проще не делать ничего вообще. Ничего. Ничего. Невероятная логика, но посмотрите вокруг, она проявляется повсюду. В этом видео я покажу, как делать мир чище и лучше легко. Вот мой топ-13 действий, которые превратят тебя в настоящего героя планеты и спасут наш мир. Начнем с самого банального. Не оставлять после себя мусор на природе. Вроде бы все про это знают, но почему-то постоянно на природе наталкиваешься на россыпи самого невероятного мусора. Друзья, это реально просто. Поляна должна оставаться такой же чистой, как и была до вас. После сытного пикника и отдыха на свежем воздухе вам однозначно должно хватить на это сил. Не отравляйте птиц, животных, воду и землю своей ленью. Не кажется ли вам неправильным прийти, насладиться дарами природы и оставить после себя то, что может привести к уничтожению этих благ? Доносить мусор до урны. Самый распространенный апофеоз лени у Homo sapiensов. Некоторые не могут пройти даже пары метров до урны, чтобы выбросить мусор. Это реально несложно. Следующее действие вытекает из предыдущего. Не промахиваться мимо урны. Не спорю, это выглядит невероятно эпично, когда вы с ловкостью соколиного глаза забрасываете издалека вещь в урну. Но если вы промахнулись, то вы будете выглядеть куда более героически, если вам хватит экологического сознания подобрать ваш недоснаряд и помочь ему достичь цели. Следующий пункт поможет нам справиться с настоящим бичом современной экологии. Поменьше использовать полиэтиленовые пакеты. Помните, что по статистике один такой пакет используется всего лишь в течение 12 минут, а разлагается потом 400-500 лет. Уже сегодня в нашей крови содержится до 9 видов пластика. Мы отравляем сами себя. Заведите текстильную сумку для продуктов или бумажные пакеты, но они менее долговечны. Старайтесь поменьше упаковывать в полиэтилен продукты в магазинах, каждый раз взвешивая, насколько возможно заменить этот вариант эко-вариантом. Мы вступили в эру напиткоманов. Каждый день тысячи литров самых разных напитков выносятся людьми в бумажных стаканчиках. Но если, к примеру, только кофеманы России на 1 год перейдут на использование термокружек, то более 41 миллиарда штук бумажных стаканчиков не будут использованы, и за год удастся сохранить 2,5 миллиона тонн древесины, почти 39 миллиардов литров воды, а 292 тысячи тонн мусора не окажутся на свалке. Сухая статистика. Если вы много пьете, заведите свою термокружку. Дальнейшие действия для тех, кто еще больше хочет доказать делом свое небезразличие к окружающему миру. Отдавать по возможности предпочтение товарам с максимально натуральным составом. Да, это не всегда просто и не всегда так же дешево по сравнению с легкодоступными, дешевыми, неэкологичными вариантами. Но если такая возможность все-таки имеется, сократите финансирование экологически агрессивных компаний, способствующих еще большему загрязнению нашей планеты. Чтобы тысячи тонн полиэстера, пластмассы и других химических соединений не отравляли еще десятилетия, а может быть даже столетия, наше здоровье, здоровье животных и всей планеты в целом. Следующий пункт вроде бы очевидный, но очень часто многие, осознанно или нет, становятся его жертвой. Покупать только то, что нужно, в оптимальных объемах.
Каждый день выбрасывается огромное количество ненужной еды, одежды, техники и так далее, и без того увеличивая гигантские кучи мусора. Например, по статистике, уже очень давно ежегодно выбрасывается около трети еды, около 100 килограммов на человека в год. Лучше купить меньше, а потом при необходимости докупить. Взвешивайте трезвее потребности. Это реально важно. Сдавайте бытовой мусор раздельно. Это лучшее подспорье в борьбе с превращением планеты в одну большую гниющую свалку. Давно уже появились специальные подписанные урны для сбора стекла, пластика, бумаги и иных отходов. Рядом со старыми мусорными контейнерами все больше устанавливают специальные сборники для пластика. Все больше появляется мусороперерабатывающих организаций. Есть достаточно много сайтов с простой и подробной информацией по сдаче раздельного мусора. Но помните, что перед сдачей стекла и пластика их необходимо мыть. Это лишь кажется сложным и времязатратным. Со временем это входит в привычку. И не забывайте себя при этом хвалить. Следующий пункт перекликается с предыдущим. Сдавать использованные батарейки и ртутные лампы в специализированные приемники. Всего одна пальчиковая батарейка, выброшенная в урну, может загрязнить до 20 квадратных метров почвы или до 400 литров воды. Узнать, куда их можно выбрасывать в вашем регионе, можно в интернете. Достаточно много организаций занимаются их утилизацией. Также в последнее время те же батарейки стали принимать на утилизацию такие магазины, как Ашан, Вкусвилл и другие. Просто внимательно осмотритесь вокруг. Не выбрасывать технику в общий мусор. В ней содержится огромное количество опасных и ядовитых веществ. Лучше найти организацию, занимающуюся утилизацией электроники, и даже получить за это символическое вознаграждение. Вообще зачастую старую, но еще работающую технику готовы покупать какие-то люди или организации, испытывающие в ней потребность. На досках объявлений я находила новую жизнь для таких вещей, в которые уже никто не верил, и при этом все были довольны. Не торопитесь утилизировать еще работающие вещи. Этот уровень для тех, кто готов идти дальше, кто чувствует свою прямую связь с окружающим миром и готов ему послужить. Стать эко-волонтером. Существует огромное количество волонтерских организаций по очистке природы. Каждый год проходят крупные акции, вроде Всемирный день чистоты или Всероссийская уборка «Сделаем», когда десятки тысяч человек одновременно наводят чистоту в разных уголках планеты. Присоединяйтесь, это польза, интересное общение, невероятные эмоции и потрясающий опыт. Просто убирать мусор за другими. Для этого не обязательно быть волонтером эко-организации. К примеру, мы с друзьями часто во время прогулки по паркам или на природе собираем крупный пластиковый мусор, оставленный другими людьми, и выбрасываем в те же самые урны по раздельному сбору мусора. В этом нет ничего сложного или неприятного, когда ты осознаешь, для чего ты это делаешь. Не забудьте захватить хозяйственные перчатки и средства для очистки рук. И пускай это послужит вдохновением для других. И последний пункт. Рассказывать другим о важности заботы об экологии. Не сомневайтесь, ваши красочные примеры и ваш собственный опыт могут вдохновить очень многих людей и изменить их мышление. Говорите, побуждайте, и да пребудет с вами сила! Также вы можете поделиться этим видео. Напишите в комментариях, какой эко-уровень у вас. Сколько пунктов из перечисленных вы хотя бы раз реализовывали в вашей жизни. Делитесь опытом и подписывайтесь на канал. Всем благ и чистой планеты!